Так, это мы сегодня будем, как оно, купировать или как называется? Пикировать. Пересаживать. Пикировать, ну, в общем, пересаживать вот эту вот рассаду дохлую. В общем, туда стакан в землю, стакан золы. Сейчас замешаем все. О, вот так перемешаем. Еще и воды чуть-чуть. Ух ты ж. В общем, месиво сделали. Надо было миксер взять какой-нибудь. В общем, получается стакан этой, как ее, на ведро воды, на ведро земли где-то. Земля с огорода. Ну, чернозем, понятно. Тут другой нет. Вот здесь это не земля, а как купленная, в общем, торф или что он называется, правильно? Ну, зола, она, наверное, эту зелень дает или рост. Что? Калий. Калий. А, я думал, фосфор или еще что-нибудь такое. Пусть читает. Ну, в общем, надо делать так. Что дать? Такая меньше, хуже, чем сметанная масса. Еще чуть-чуть. Это чтобы они лучше росли или для чего? Больше простору, чтобы корень в общем, чуть отдельно имел. В общем, чтобы корень отдельную структуру, наверное, имел. Попробую. Еще песка сюда. Нет песка. Есть в погребе. Мы и без песка будем. Нафиг тут песок. О, вот так. Видели, как ложкой взяли. Ага. Вот это. Короче, как котлету. Пирожок с сюрпризом. Ух ты.
никакой песок, там и торфа дофига. Это бомбочка какая-то. Что еще? Еще одна. А, Вот он. О, корень какой длинный. В общем, обрезали, оборвали. А как потом садить? Вот этот вот комок просто в лунку и все? Понятно. может, в стаканчике было отдельно. А стаканчики есть дофига. Там еще есть. Что в них сажать? В общем, вот такая вот фигня. Ну, посмотрим, что она будет, когда. Через неделю, да, ее высаживать или когда? А когда? Как вырастить? Короче, как вырастет. Как тепло на улице Ну, стабильно будет. Будем наблюдать. В принципе, первый этап такой вот. А дальше посмотрим. Так, смотрите, вот это вот конкретный этот пример. Вот, видим. Значит, важно, чтобы корни где-то были не на самом краю этой кашицы, чтобы было им место, куда расти. Да. И лучше сверху просто еще одной лепешкой сделать, чтобы не повредить, пока будем двигать. И главное, когда делаем этот пирожок, это залепить впритык, но ни в коем случае не залепливать то место, откуда растут новые листочки. Ага. Потому что тогда капусты не будет. Ого. Удачи нам. Ну все, вот такие вот у нас плямбочки получаются. Угу. Потом еще сверху сухонькой землей буду присыпать. Вот этим же шторфом Это можно мы сейчас присыпать. посмотрим. Да. Короче, вот такое вот у нас получилось что-то. Сейчас еще посыпем землей. Вернее, это торф у нас сверху. Ну, честно говоря, это довольно-таки трудоемкое задание. Я не знаю, смысл вообще в этом есть или нету. Не, ну смысл-то наверняка есть. Просто если капусты нам надо там 10 кустиков, это, конечно, пофигу. А вот если помидоров 100 кустиков, то каждый кустик попробуй так сделать. Наверное, на помидоры просто меньше надо эти плямбы делать. Может. В общем, как-то вот так вот. Ну, через недельку глянем, что с ними получится. Сейчас в теплое место под солнышко занесем. Там у нас есть в одном месте такое место специальное. Называется подоконник. Называется подоконник. Ну, все экспериментируем.
А там дальше уже будь что будет. Все будет В хорошо. принципе, спрос у нас не бьет. Капуста живучая. Все нормально. Вот это, вот этот кустик, он в этом как его. Вот этот? Ага, вот листочек подними. Он, Катушка холодная. да не- вот так. Все, короче, скульптура готова. То дальше будем наблюдать. В общем, получилось 12 кустиков ради капусты. Мы покупали Ну, 12 зерен. Ну, извините меня, если там в прошлом году 100 гривен, по-моему, был десяток, да? Да, 100 гривен десяток был. Ну, сейчас я даже не боюсь говорить, сколько он будет стоить, эта рассада. Ладно, все. Так, вот такой вот пакет берем. Мусорный И вот пакет. такой вот ящик. Это обыкновенный мусорный пакет, там, я не знаю, на 100 литров. И сейчас вот эти вот помидоры будем фигачить. Вся та же процедура с золой, со всякой фигнёю и с торфом перемешанным На дно просто земли. на дно земли, а потом, Потом не мучиться. чтобы не мучиться. Сейчас еще. Ну, помидорчик. Чё, сорняк. Ничего себе, мы какие хорошие. Это что, в интернете или где подсмотрели? А, домашний рецепт это, короче говоря. Это не интернетовский. Даже вот так вот. В общем, это типа батьки наши так делали, и мы так будем делать. Точно. Ну, нормально. Потом польем. Так, теперь помидоры заливают водой. О, сколько. Сейчас будем их оттуда дергать. Трындец. В общем, чтобы они были не все вместе, я так понял. Кончики. А красивый какой. Пикируем кончики. Чтоб вы понимали, сегодня у нас 25 апреля. Вот, а высаживать их надо где-то в середине мая. В прошлом году в начале мая высадили, и у нас морозы ударили. Ночью был, ну это май, наверное, такой был кошмарный. Вот. И в итоге все, что высадили, и купленную рассаду, и свою рассаду, она вся тупо замерзла. И пришлось пересаживать все. Причем не только мы, все так пострадали. Да, отщипываем кончик чуть-чуть. Ага, Ну, это к концу этого, да? Да, это вы называете На корне. пикировать, да. Ну, корень, короче, отщипываем. Не весь корень, Не, кончик. ну я понял, кончик. Стержневого корня. О, какой он длинный, блин. Братики. Если бы можно было его как-то укоротить прямо. Наоборот, хорошо, тут столько корней пойдет. Да? Ага. Ну, в общем, вот таким вот способом. В общем, получается, что попало, но что-то, я так думаю, будет. Сейчас вот водичкой заливаем тихонечко. Надо леечку какую-то приобрести, маленькую, да? Да, обязательно. Мы просто недавно переехали, поэтому ничего нету еще. Из подручных средств. Из подручных средств ничего, нифига нет. И теперь сажаем просто вокруг них земли. Делаем красиво. Ну, в общем, вот Если бы так не вот. морозы, можно было бы уже в почву сажать. Да, мы боимся, что, в принципе, в прошлом году уже высаживали. А в этом году что-то есть боязнь какая-то, что не дай бог. У нас-то тут регион сейчас теплый.
Вот. Ну, боязнь все-таки есть. Ну, вот таким Если вот длинный, способом. прямо кладу и вот так вот запихиваю. Да, я думаю, что-то получится в любом Они очень случае. живучие. Да, Помидоры как бурьян. и то так. Так что они эту почву уже знают. В общем, это наши ж семена, то есть наши были помидоры, и мы с них взяли семена. Хорошие помидоры, там желтые, по-моему, были такие мясистые, красные. Мгм. Ну, вот таким вот способом. Красиво. Потом заливаю. Да. Ну, полью. А потом полить. Сегодня будем садить вот такие вот помидоры. Мы помним, мы их пикировали при помощи мотоблока и окучника. Сейчас сделаем канаву и раскинем их. Мы их не садим, а, можно сказать, вложим. Но это сейчас увидите все. Давай я канаву сделаю. Так, докуда будем делать? Метров 5? Смотри, у нас либо вот где заканчивается, весь столбик. Ага. Либо вот до конца, до своих вот этих вот дынь. Да нет, не надо. Потому что там может еще что-то. Значит, кстати, туда-сюда вот. А какие тут 5? Тут метра 3. на первую передачу. Все. Даже не секунду. Сейчас скажешь, Сам смотри. глубина пойдет. Много даже. Много. Конечно. Поднять. Не, ну как делай как удобно, мне все равно как сажать. Будет от ветра защищены. Хватит, наверное. Что там дальше ты планируешь? Огурцы там, и может еще что-то. Хорошо, давай разворачивай. Расстояние как Тут еще один ряд поместится. пускай оно лучше будет вот такое расстояние пойдет. Много, наверное. Да, ну дело в том, что между ними ходить. Хорошо, делай так. Мне не жалко, земли достаточно. Не, это очень много все-таки. Расстояние? Конечно. Я ходить. А бурьяна сколько будет между ними? Давай еще. Да сразу сделай 4. Да. Да, ну колесо, чтобы возле нее было. Загруз. Я по следам иду просто.
Что, просторнее будет расти помидором. Земля мягкая до сих пор. Ну, с одним рядком, конечно, перестарались. Но ничего страшного, широковат получился. Ну, глубина сантиметров 15-10. Между ними еще один может быть. Да не, а здесь может что-то можно будет посадить. Цибулика тоже хорошо. Да. О, чеснок. Чеснок. Да, чеснок. Он же ж отпугивает всякую фигню. А, тогда чернобрывцы, цветочки. Ну, в общем, сейчас будем Они садить. отпугивают. Залили мы все это водой, эти канавки. Теперь берем вот эти вот помидорчики и просто втыкаем. Да ну такое. Ну, скажем так. Вот, видим. Вот так. Нижние листики я обрываю. Сантиметров через 30-40 хватит. То не сильно ли круто? Вот тут хотя бы. Ну, так это же и есть 30-40. Даже больше. Я обрываю листики и закапываю. Тогда я между ними делаю это, чтобы вода возле них оставалась. Это делай. Вырастут, закопаем. Вот, о, тут вообще малепусенький. Тут два их. Да это далеко ты. Сейчас. Видим, нижние листы. Нафиг. И вот так вот. Прямо ладем. Или ложим, или кладем. О, прикольный. Это самый вкусный будет. И самый стойкий. Точно. Как закон. Те, которые маленькие, они быстрее, блин, и плодоносят. Короче, нижние листочки, да? Ну да, я два нижних обычно. Вот так где-то, да? Да, нормально. Мне просто, чтобы они, Будешь главное, обрабатывать. мне главное, чтобы они в ряд были. Чтобы я их мог подвязать хорошо. Ты делаешь тебе. Ну, в принципе, и так далее. Ну что, ребята, ну где-то час делов. И помидорчики меньше. у нас. Канавки это круто. Да. Ребята, это супер. Короче, когда под мотоблок садится, как-то проще это все дело делается. Так что, если есть участок большой, покупайте мотоблок. Там оператор говорит, где-то полчаса, минут 40. Да не, наверное, минут 40. Ну, тут и длинные, и маленькие. Главное, что действительно никаких усилий тяпкой не делалось, ничего такого. Земля Ну, а пушистая, загребается хорошо, все корни заховались. Еще и остались ямочки, чтобы потом вода там осталась. Круто. Классно. Мне Ну, все понравилось. на этом.